Всем привет! В этом видео я пройду сектора ущелья, пики, кальдера, получу первые кинетические сплавы, улучшу уклонение в отличение, а также создам мирного дрона. И присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Приятного просмотра! Лучше сразу квантовое все. Квантовые. Этот сектор является важным транспортным маршрутом для врага. Несмотря на то, что вражеских ядер здесь не обнаружено, ожидайте разнообразия вражеских атакующих сил. Произведите кинетический сплав, постройте турели бедствия. Ну что ж, погнали! После приземления я полез в древо исследований, и на этом секторе нам теперь позволяют взаимодействовать с теплом. Дальше я потихоньку исследую карту и строю оборону, потому что непонятно, откуда пойдет враг. А вот и подтверждение этому. Знаем то, что здесь походу будет. Давайте там усиливать оборону. После я начал делать схемы, с помощью которых буду получать ресурсы и защиту строить. Бывали они очень огромными иногда. После первым своим юнитом уклонения я полетел изучать карту. Начал строить оборону, и тут началась волна. Еле как ее отбивший, я решил делать оборону уже возле базы. И в этот раз было 6 врагов. И они легко прошли через мою не особо хорошую защиту и начали бить ядро. Тем самым я проиграл на второй волне. Я выключил стрим и пошел уже в самостоятельную проходить этот сектор. После приземления я построил фабрику кораблей, а также начал делать схему по созданию оксида. Она работала так. У нас турбина вырабатывает энергию и дает воду, которая течет в электролизер. Водород поднимается наверх к бурам, и они из-за этого быстрее добывают бериллий. Озон поступает для создания оксида, а также бериллий выводится к базе и на защиту идет. Дальше я подумал то, что защита у меня не особо сильная, поэтому надо еще поставить пару турелей, которые будут отталкивать врагов. Увеличиваю производство бериллия, а то у меня его вообще нет. Далее я строю защиту, которая должна меня защитить на протяжении хоть бы 10 волн. И она хорошо справлялась. Дальше я уже сидел на базе под защитой, изучал кинетический сплав. Также я создал нерабочую особо фабрику клевроев. Ну и начал еще потихоньку увеличивать производство энергии с помощью химических камер сгорания. Вижу то, что на 11 волне мне бьют в тыл с помощью Т2 кораблей. И это повторилось во второй раз. Решил поставить пушку, чтобы она отстреливалась. Изучил новую пушку бедствия, но также я сделал новую схему, но одним касанием клавиши я ее уничтожил. После того, как я позлился, я на скорую руку сделал новый план защиты. Ну и уже как обычно Т2 корабли заходят ко мне в тыл и ломают все там. Очень проблемные юниты. Потихоньку готовлюсь к 24 волне, и также у меня сейчас все Т1 корабли сделаны. Решил поставить конструктор танков на всякий случай. На 18 волне мне начали немного прорывать оборону. Так что надо будет как-то укрепляться. Увеличиваю добычу бериллия, а то у меня его вообще нет. И также чиню все, что у меня сломано. На всякий случай решил также пару пушек поставить возле ядра. Тут чини, что нет, будто бы бесполезно. Уже началась новая волна.
25 врагов будет. С наземными юнитами я разобрался легко. Но вот с летающими уже было посложнее. Они были 3-го уровня. Пушки по своему радиусу просто не доставали их. Так что они были бесполезны. Все просто. И мне будто бы оставалось только сидеть и ждать, пока они мне все не разрушат. Но потом я заметил то, что их с помощью юнита можно переманить, так сказать, внимание. После чего можно подойти к защите, и защита их разберет на запчасти. Так я и решил действовать, и по итогу сектор захвачен. Это было сложно. После окончания волны я решил восстановить все. Также я изучил новые технологии с кинетическим сплавом. И также я поставил пушку бедствия, которая мне бы пригодилась в конце игры. Но стреляет она классно. Я решил отдохнуть немного после того, как прошел этот сектор. И уже включивший стрим, я пошел дальше проходить Миндастери. Из-за горной местности в этом секторе большинство боевых единиц бесполезны. Понадобятся летающие корабли. Остерегайтесь вражеских противовоздушных установок. Есть возможность отключить часть из них, если снести поддерживающие их постройки. Начал изучать новые Т-2 корабли, которые нас атаковали на прошлом секторе. Также мы изучили усовершенствованную версию лучевого узла, это лучевая башня, и также ремонтирующий проектор. А я оставил все это время на защиту регенератор для юнитов. Все, что можно было, я изучил, и в самом начале я уже потратил свои ресурсы, которые нужны были. Из-за этого попробовать перепройти этот сектор сначала. Построил электролизер, чтобы делать оксид, но я не учел того момента, то что я еще не включил буры, которые будут добывать вольфрам. Все я делал вручную, переносил, потому что так система не обнаружила бы то, что я уже это все наладить и не начинать атаковать меня. Увеличиваю производство электричества. Также я соединил две системы. Потихоньку увеличиваем производство энергии, чтобы нам точно хватило. И пока на нас не начали нападать, я ставлю производство Т2 юнитов. И перед тем, как запустить эту систему, я решил поставить пушки на всякий случай. Немного повозился с тем, как будет фильтроваться это все, запустил эту шайтан-машину. И уже через пару секунд мне пишут то, что враги прибудут через 3 минуты. Я не переживал, потому что был готов, но потихоньку увеличивал производство ресурсов, а то они заканчиваются. Когда таймер прошел, я со своими юнитами отвлечения исследую территорию и нахожу вражескую базу. Решаю сделать первую атаку. Она не особо увенчалась успехом, но я попытался. Также я отдельно полетал по карте, чтобы найти второе вражеское ядро. И нашел, где чересчур сильная защита, как я понял. Начал ставить стены на всякий случай, чтобы мне сразу не снесли важные объекты. Также ядро я решил стенами обколотить. Здесь я решил по-тихому снести ядро, но ко мне быстро прилетели вражеские юниты отвлечения. Их слишком стало много, я решил отступать, но они полетели после этого на мою базу, и мне пришлось защищаться очень сильно. Так что на этот случай я решил поставить регенерирующие проекторы, чтобы не сломали все сразу. Потихоньку улучшаю свою защиту, чтобы я мог не беспокоиться о безопасности. Решил провести врага тем, что сначала с помощью одного юнита я отвлекаю врага на себя, он своими юнитами атакует, я их устраняю, а после я с легкостью могу атаковать его ядро.
и построил защиту сначала для моего ядра, а после уже и ядро. Улучшаем тут и защиту, и производство налаживаем. Решаю сделать первую атаку, вижу то, что тут какие-то новые пушки и много юнитов. И я решаю отступать лучше, чем атаковать сейчас. После я просто стою и жду, пока накопится у меня максимум юнитов. Вспомнивши, что писалось в начале. Сначала уничтожить ударную дрель, чтобы боеприпасы больше не поставлялись. А после решил атаковать напрямую. И эта тактика сработала. После я немного обустроил для того, чтобы получать больше ресурсов отсюда. На этом сектор пройден. А теперь мы переходим к третьему сектору — Кальдера. Ресурсы, обнаруженные в этом секторе, разбросаны по нескольким островам. Исследуйте и запустите транспортную систему на основе грузовых дронов. Когда я приземлился, я удивился, то что мне сразу же с самого начала дают конструктор кораблей. После приземления я изучил большой плазменный бур, а после изучил еще шлаковый нагреватель и атмосферный конденсатор. Пока я не мог создавать юнитов, я использовал такую схему для исследования. В самом начале я уже начал испытывать нужду сильную в бериллии. А здесь каждый ресурс ценен очень. После того, как у меня появился первый юнит, я начал искать новые острова в надежде, чтобы там было побольше ресурсов. Также решил улучшить дела с энергией, потому что у меня уже она заканчивалась. Но проблема была другая. Я почти не добывал вольфрама. На меня через некоторое время начали нападать. Я продолжал искать нужный остров, который был близко и при этом много ресурсов было. Такой остров нашел и сделал схему. А пока я там занимался своими делами, мне решили начать уничтожать новое производство на острове. По итогу я уже через некоторое время там успел сделать конструктор мехов, а потом прокачать это все до того, чтобы создавались клеврои. Также ставлю реконструктор кораблей, и в один момент я не замечаю то, что мне начинают атаковать ядро, но я быстро заметил и уничтожил вражеских юнитов. На одном острове я решил поставить защиту, чтобы до ядра долетало меньше юнитов. Когда у меня появился первый юнит отвлечения, я решил исследовать острова, которые были мне недоступны. Если что, юниты отвлечения именно летают, а уклонение в порядке. Также я обнаруживаю вражескую базу, которая расположилась не так уж и далеко, если летающими юнитами атаковать. Делаю схему защиты сильную, но она мне не понадобится вообще никак. По итогу я все же строю ее. Я решаю переделать защиту на том же острове, где и была защита, и она уже работала, и причем очень хорошо. И через некоторое время, когда у меня поднакопилось много юнитов, я решаю атаковать ядро летающими, а снизу решаю отправлять пауков, чтобы, если что, были на подхват. Но летающие юниты быстро сделали свою работу, и я захватил сектор. На этом все. В следующей серии у нас будет только интересней. Цитадель и Торий. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.